Мы с вами прекрасно помним такие устройства, как Zoom R8 и Zoom R24. Сегодня на нашем обзорном столе, можно сказать, идейное продолжение этой самой линейки, названное лабораторией Zoom очень кратко, но при этом емко. Это портативный многоканальный рекордер. Zoom R20, друзья, на канале «Давай запишем». Здравствуйте, мы начинаем. В этом устройстве мы имеем возможность работы с цифровой рабочей станцией, при этом без компьютера. Все у нас живет уже внутри R20. Запись многоканальная, и, естественно, ее можно осуществлять параллельно, то есть это когда мы сразу несколько каналов пишем вместе, и на запись у нас будет отправляться вот такое количество каналов. Как вы прекрасно видите сами, их здесь 8. Давайте смотреть, что, где и куда, какой канал за что отвечает. Итак, первые два канала — это комбинированные разъемы. Они созданы для линейных подключений. Сюда же можно подключить микрофоны динамические. Я чуть-чуть попозже разовью эту мысль, почему именно динамические. И, как мы с вами видим, первый канал имеет инструментальный режим. То есть сюда прямо по проводу можно подключить либо электрогитару, либо бас, записать и в дальнейшем обработать, потому что здесь присутствует интеграция с Guitar Lab от Zoom, и можно накинуть какие-нибудь гитарные или, опять же, басовые эффекты, эмуляции усилителей. Все это есть здесь, и все это на тестах мы с вами обязательно послушаем. Далее у нас идут каналы с микрофонными предусилителями. Причем, заметьте, очень важную особенность. Первые 4 канала у нас не имеют фантомного питания, то есть первые 4 канала у нас могут работать лишь с динамическими микрофонами. Каналы 5, 6, 7, 8 у нас имеют сдвоенные тумблеры подачи фантомного питания, то есть на 5, 6 и на 7, 8 канал мы можем подавать фантомку. Тем самым на этих каналах можно работать и с динамическими, и с конденсаторными микрофонами. Усиление, причем для каждого канала у нас усиление имеет раскраску, имеет свой цвет. Это достаточно удобно, чтобы можно было ориентироваться уже здесь. В принципе, все, что мы видим на этом экране, у нас имеет аналогичный цвет, так же, как и на этих самых каналах. Дальше у нас идет разграничение от 1 до 8 и от 9 до 16. Что это значит? Это значит, что сам рекордер, он 16-дорожечный. То есть здесь, в основном рабочем поле этой цифровой рабочей станции, если ее так можно назвать, мы видим 16 дорожек. И мы можем нажать на специальную кнопочку, чтобы сменить слой. Нажимаем. Вы видите, что здесь моргнула лампочка. Теперь мы работаем на слоях с 9 по 16, и теперь, подключая сюда какие-либо устройства, мы будем с вами писать не на 1, 2, 3, 4 и так далее каналы, а мы будем записывать на каналы с 9 по 16. Таким образом, можно, допустим, я к примеру говорю, на первые 8 каналов записать. Ну, давайте, к примеру, возьмем барабанную установку. Далее, вот мы записали, далее переключаемся на каналы с 9 по 16 и записываем всю остальную группу, и тем самым мы можем получить мультитрек, с которым можно как-то в дальнейшем работать. Естественно, каналы, которые мы с вами будем подавать на запись, мы выделяем с помощью специальной кнопочки Record, чтобы этот самый канал стал активный и чтобы мы его начали слышать, кстати, в ушном мониторинге. У каждого канала есть фейдер, причем, заметьте, здесь фейдеры не автоматизированные, и все работает по методе, которую Zoom уже давным-давно в своих устройствах практикует. Допустим, сейчас переключусь на канал с 9 по 16. Вы видите, что здесь у нас фейдеры выведены в 0, как бы. Вот, то есть я его регулирую, но я регулирую такой более серый фейдер, который не так выделяется, как вот этот белый. Белый фейдер, он показывает, в каком именно состоянии сейчас находится данный канал. То есть пока я не выведу фейдер до значения белого фейдера, этот канал по звуку изменяться не будет. Как только этот фейдер я вывожу в значение белого, все, видите? Теперь я управляю белым фейдером, и теперь именно на этом самом моменте я могу регулировать звук. Вот такая интересная альтернатива автоматизированным фейдерам механическим. Да, не совсем, наверное, удобно, но, опять же, это здорово экономит бюджет устройства, потому что если бы тут были фейдеры двигающиеся, моторизированные, то это бы здорово увеличило финальный ценник этого
устройства. Ну, естественно, по фейдерам мы видим мастер, который будет регулировать все, что у нас с вами пойдет на контроль. Экран, как вы прекрасно могли заметить, он чувствителен к нажатиям. На него выводится вся необходимая информация. Здесь можно работать с настройками. Ну и здесь, естественно, у нас есть какое-то подобие рабочего поля и какое-то подобие микшерного пульта. Вспомогательные кнопки, с помощью которых мы можем перематываться, мы можем начинать запись, останавливать, мы можем выключать метроном для записи, если это необходимо. Теперь давайте обратимся к задней части устройства и посмотрим, а что же у нас имеется там. Пару разъемов для мастера выхода, это громкий контроль для подключения громких мониторов. Также есть разъем для подключения наушников с регулировкой громкости. Да, мы постоянно на нашем канале стебем Presonus на тему того, что они пихают разъемы под наушники с задней части своих аудиоинтерфейсов. Здесь тоже не совсем для меня понятное решение. На мой взгляд, было бы намного удобнее подобный разъем разместить здесь. Ну или, по крайней мере, ручку, которая регулирует громкость того, что у вас звучит на наушниках, вынести на переднюю панель, чтобы вот каждый раз не лазить куда-то туда, а просто вертеть ручку. По крайней мере, положение которое вам всегда... Вы всегда видите, какая именно громкость у вас на наушниках. Ну, ладно. Питание. Естественно, подача питания, и стоит оговориться, что это устройство не может работать без внешнего блока питания, который, к счастью, идет в комплекте. Переместимся на боковую сторону, ведь здесь у нас находится сразу 3 очень и очень интересных органа. Во-первых, это отсек под SD-карточку, и стоит отметить, что это чуть ли не единственное устройство, которое я в целом вижу, кручу у себя в руках, где этот отсек, эта крышечка отсека, она реализована так, что вот ее не нужно никак поддевать, она просто открывается как по маслу. Это замечательно, и это определенно плюс этого устройства. Далее, что у нас есть? Ну, естественно, разъем USB для подключения к компьютеру, чтобы это устройство использовать в качестве внешнего аудиоинтерфейса. И небольшой разъем, тоже который спрятан за такой специальной защитной резинкой, чтобы туда не залетала лишняя плюка. Это USB-разъем для подключения внешнего свисточка, если мы хотим работать по беспроводу с мобильным устройством по Bluetooth. Ну и также сюда можно подключить флешку и, допустим, USB-флешку использовать как SD-карточку, благо здесь подобная возможность у нас имеется. У Zoom существует отдельный пласт устройств, которые предназначаются для работы с подкастами и какими-то разговорными эфирами. Здесь у нас ситуация сугубо музыкальная. И мы можем, опять же, вести как запись, так и работать с прямыми эфирами. Ну, во-первых, давайте поговорим о записи. Какие способы звукозаписи R20 нам предоставляет? Можно по классике воспользоваться SD-карточкой. Устройство кушает SD-карточки до 1 терабайта, так что места точно хватит для всех ваших записей. Вот. И опять же, можно писать как стереосумму из микса, который вы здесь нарулите. Можно писать поканально, никто вам не запрещает это делать. Второй способ — это использовать Zoom R20 в качестве внешнего аудиоинтерфейса. Здесь есть 2 режима. Можно использовать его как многоканальный аудиоинтерфейс, можно записывать стереомикс. Многоканальный аудиоинтерфейс мы используем, когда мы записываем что-нибудь в рабочую станцию. Стереомикс, как правило, мы с вами будем использовать для тех же самых трансляций, чтобы на трансляцию у нас шел микс, который мы здесь с вами составим. По качеству записи стоит оговориться, что это 24 бита на 44,1 кГц как для SD-карточки, так и для аудиоинтерфейса. Да, конечно, в современных реалиях значения уже какие-то совсем смешные, но имеем, что имеем. Как и в большинстве устройств подобного плана, которые созданы для работы как есть, то есть без большого количества дополнительного железа, здесь у нас имеется обработка, да, она минимальная, но в целом этого минимума вполне достаточно для какой-то работы. Ну, давайте посмотрим, что у нас живет на каналах. Это панорама, трехполосный эквалайзер, есть посыл на эффекты, причем эффекты здесь реализованы достаточно интересно, они есть в 2 вариантах. Можно запихивать прямо в инсерт, то есть прямо в канал какую-нибудь обработку. Можно это делать более плавно с помощью посыла, и стоит оговориться, за раз у нас может работать один эффект
Да, к сожалению, это ограничение видно процессора, который здесь у нас установлен, хотя никто не мешает вам, допустим, делать запись не параллельную, а последовательную, пользоваться принтингом. Так мы и будем писать наш тест. Что у нас еще? Да, вот здесь как раз можно задать эффект, который у нас будет в посыле. Здесь есть гитарные эмуляции, здесь есть всякие ревера, модуляции, дилей и так далее. Можно залинковать в стерео 2 канала, если это необходимо. И динамическая обработка — это последнее, что нам будет интересно. Можно отключить, можно работать в режиме компрессора, в режиме лимиттера или пользоваться гейтом, чтобы отсекать весь ненужный нам шум. Для сегодняшнего устройства производитель предусмотрел специальные приложения на Android и на iOS для дополнительного управления, по беспроводу. Опять же, мы этим с вами можем заниматься только после дополнительных трат на свистульку, которая дружит R20 с Bluetooth. Зачем, почему, для чего, я по-прежнему не понимаю, почему нельзя было сюда сразу же поставить Bluetooth. Вероятно, это бы сделало дороже данное устройство, но все равно для меня это как-то, не совсем правильно, когда какие-то вещи, которые, в принципе, само собой разумеющиеся, и которые продвигаются в промо-материалах, и которые стоят, на самом деле, не так уж и дорого, нужно дополнительно на них тратиться и докупать. Ай-яй-яй, надеюсь, в будущем такого с Zoom и с Tascam, которые также любят подобные вещи делать, я надеюсь, что они прекратят. Вот. Вернемся к другому USB-разъему, именно Type-C, потому что при подключении Zoom к компьютеру мы можем пользоваться R20 не только в качестве внешнего многоканального аудиоинтерфейса, но и в качестве MIDI-контроллера для вашей рабочей станции. Заходим, настраиваем MAC-протокол, и ваш R20 уже дружит с вашей рабочей станцией на ваш вкус и выбор. Фейдеры физические становятся фейдерами виртуальными. И опять же, вот эти самые кнопочки, мы их с вами можем прописать под те или иные MIDI-команды, чтобы запись у нас отвечала за старт записи, play отвечал за play, а стоп отвечал либо за стоп записи, либо за стоп воспроизведения. Как и в любой уважающей себя цифровой рабочей станции, здесь должны быть и виртуальные инструменты, они тут имеются. Прежде всего нужно сказать, что все дорожки у нас могут работать в 3 режимах. Сейчас они работают в режиме волновой формы, то есть мы можем что-нибудь записывать с физических разъемов. Далее мы можем переключиться на барабаны, трек становится в стерео, то у нас объединяется первая дорожка и вторая дорожка под вот такой эгидой барабанов. Можем посмотреть, что у нас здесь есть. Здесь куча заготовленных заранее лупов, причем они разделяются по жанрам. Здесь около 30 заготовленных есть жанров. Все отдельно подписано с рекомендуемой скоростью, с которой лучше использовать эти лупы. Вот. Можно перейти на клавишные инструменты, но это даже не клавишные, это MIDI, потому что здесь не только клавиши, здесь есть и куча всего интересного помимо этого. Давайте посмотрим. Всего у нас тут имеется 18 инструментов, и 19-й — это драм-кит, то есть можно даже в MIDI набить какие-нибудь барабаны. Тут есть, смотрите, тут есть бас, акустический, синтезатор. Вот. Опять же присутствует FM-синтез на 8 голосов. Органы какие-то есть, колокольчики, электропианино и так далее. В принципе, этого хватит для того, чтобы записать полноценный трек. Но стоит учитывать, что барабаны, дорожку с барабанами, стереодорожку с барабанами мы можем использовать только одну. Видите, когда я нажимаю, она просто у нас перескакивает на другие стороны. И если мы используем клавиши у нас также для них предусмотрена всего одна дорожка. Вот такие внутренние ограничения этой железки. Небольшая вводная перед тестами. В них вы увидите, что я также буду сидеть рядом с нашими музыкантами. Все дело в том, что во время того раза, когда мы писались с музыкантами, я постарался сделать ту же самую вводную, но опять же, даже мы делаем ошибки, мы это признаем, и, допустим, с Zoom, когда я начал уже процесс сведения, тот кусочек, где я надиктовывал вводную в этот самый микрофон, у нас удалился. Все потому, что здесь есть Ctrl-Z, но он всего разовый. То есть вы можете отступить назад, то есть отменить свое действие лишь на одну ступенечку.
Дальше все. То есть вы можете прыгать назад-обратно, но вот целые истории ваших редактирований здесь, к сожалению, нету, и это очень и очень большой недостаток сегодняшнего устройства. Что мы будем делать? И как именно у нас будет писаться демо? Давайте я вам расскажу. Ну, во-первых, сейчас вы слышите, как с этим устройством работает динамический микрофон. Это тоже своего рода тест. В основной части с музыкантами вы услышите, как работает конденсаторный микрофон. На него мы снимем вокал и запишем бэк-вокал. Это очень важно. Мы запишем акустическую гитару, которую подключим прямо напрямую в инструментальный вход. И мы запишем электрогитару, мы ее также подключим в инструментальный вход. Акустическую и электрогитару мы будем писать, естественно, последовательно, а основной скелет мы запишем параллельно. Основной скелет, я имею в виду гитару, акустическую и вокал. Поскольку мы все это будем делать под метроном, сверху я наложу какие-нибудь барабаны из лупов, которые имеются здесь. Естественно, после этого все подсведу, используя эффекты и в целом внутреннюю обработку R20. On the bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He said that they got to travel and she doesn't know why. He doesn't want the company, but there's something in the air. They share a look in silence and everything is understood. Susie grabs a man and puts her creeps on his hands as the rain puts a tear in his eyes. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Вся обработка, которую вы сейчас слышали, и все сведение было сделано силами Zoom R20. Просто ради чистоты эксперимента. Да, естественно, мы не могли все инструменты записать сразу параллельно. Во-первых, из-за того, что музыканты еще не научились играть сразу на двух инструментах одновременно. Ну, а во-вторых, и это, наверное, более вменяемая логичная причина, потому что здесь у нас имеется ограничение по эффектам. Мы хотели воспользоваться как можно большим количеством эффектов, и, ну, допустим, мы одновременно не смогли бы обработать вокал и задать эмуляцию для звучания электрогитары, что мы с вами и сделали. Пользовались эффектами, которые вставляются прямо в инсерты, пользовались посылом, чтобы, допустим, вокал был слышен как чистый, так и обработанный, чтобы он читался у нас в миксе. Добавили барабанные установки, потому что мы все писали под метроном с заранее выверенной скоростью клик-трека. Поэтому нам удалось добавить как барабаны, так и немножко клавишных, чтобы как-то разнообразить наш микс и сделать его более богатым. Немножко проэквализировали, немного сжали, скомпрессировали, ну так, без фанатизма, чтобы все это звучало более-менее приглаженно. Напишите, как вам результат. На мой взгляд, здесь немножко они эту историю, они эту тему не дотянули. Что я имею в виду? Когда мы с вами смотрели Cubasis, я искренне восхищался вот этой возможностью поработать на телефоне, пусть даже с урезанным функционалом цифровой рабочей станции, но все же поработать на телефоне. И после этого то, что вы сделали в мобильной версии Cubase, закинуть на компьютер, полноразмерный Cubase и уже как-то на домашней студии или на полноразмерной нормальной студии доработать ваш материал. Это замечательная возможность. Здесь ее нет, хотя в комплекте, стоит упомянуть, идет подарочная версия Cubase. Но, к сожалению, вот такие дела. Хотя само по себе устройство и вот эта вот внутренняя цифровая рабочая станция, стоит признать, оставила лишь положительные впечатления. Ну, возможно, вот эта тема с переносом на компьютер проекта, может, я хочу слишком многого, кто знает.
Что хочется сказать еще? По минусам. Давайте добавим небольшую ложечку дегтя. Как я уже упоминал, это то, что связано с наушниками с задней части корпуса. Мне по-прежнему кажется, что это будет не совсем удобно во время работы, хотя, возможно, я не прав здесь. И это преобразователь. Да, 44,1 кГц. На мой взгляд, сейчас это достаточно мало. Если было бы хотя бы 48, я бы уже и слова не сказал, но 44,1 все-таки маловато будет. Возможно, вы думаете иначе. Напишите об этом в комментариях. Друзья, я напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. Я напоминаю, что меня можно найти в моих же соцсетях. Подсказку вы прямо сейчас видите на своем экране. А я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующих роликах. Нужно зажать. Она даст, типа, выделить. Просто щелчок. Так, селект. Ты просто посмотри наш ролик, как ей пользоваться. Он еще не вышел. Так, посмотрел, конечно.